Штрафбаты. Правда о заградотрядах. Сколько расстреляли своих солдат. 28 июля 1942 года. Москва, Кремль. Душная летняя ночь. Сталин сидит за столом в своем кабинете. Перед ним документ на нескольких страницах. Несколько часов назад пришли сводки с фронта. Немцы прорвались к Дону. Ростов сдан. До Сталинграда 300 километров. До нефти Кавказа 400. Страна на грани катастрофы. Сталин берет ручку и ставит подпись. Приказ номер 227. Ни шагу назад. С этого дня в Красной армии появляются штрафные батальоны и заградительные отряды. С этого дня сотни тысяч советских солдат окажутся между двух огней. Впереди немцы, позади свои. Что вы знаете об этом? Скорее всего, то, что показывали в фильмах и сериалах. Заградотряды НКВД с пулеметами за спинами наступающих солдат. Штрафники, которых безоружными гонят на минные поля. Уголовники с черенками от лопат вместо винтовок. Расстрелы без суда и следствия. Сотни тысяч убитых своими же. Офицеры НКВД в чистых шинелях, хладнокровно стреляющие в спины отступающим. Эти образы вошли в массовое сознание. Их повторяют журналисты, их тиражируют режиссеры, в них верят миллионы людей. А теперь я назову вам цифру, которую вы никогда не слышали. За всю Великую Отечественную войну заградительными отрядами было задержано 657 364 человека. Это огромное число, почти 700 тысяч. Сколько из них расстреляно? Если верить фильмам, большинство. Половина, треть, 100 тысяч. Нет. Около 10 тысяч за 4 года войны. А куда делись остальные 647 тысяч? 131 тысяча были просто возвращены в свои части. Без расстрелов, без трибуналов, без штрафбатов. Их накормили, проверили документы и отправили обратно на передовую. Эти данные взяты не из интернета и не из художественных фильмов. Это архивные документы особых отделов НКВД, рассекреченные в 90-е годы. Справки, донесения, отчеты с точными цифрами. И они полностью переворачивают все, что вы думали о штрафбатах и заградотрядах. Получается, нас обманывали? И да, и нет. Правда оказалась сложнее любого мифа. Страшнее в одном и человечнее в другом. Сегодня я расскажу вам эту правду. Кто на самом деле попадал в штрафные батальоны и за что? Как можно было выйти из штрафбата живым, и многие выходили? Что в действительности делали заградотряды и почему при них существовали питательные пункты? Сколько людей прошло через штрафные части за всю войну? Чем советские штрафбаты отличались от немецких? И почему эту правду скрывали 50 лет, даже от тех, кто сам прошел через штрафные роты? Подпишитесь на канал «Утерянные страницы СССР», чтобы не пропустить продолжение. Поставьте лайк, если считаете, что люди должны знать реальную историю, а не мифы из кинофильмов. Напишите в комментариях, какой факт о штрафбатах шокировал вас больше всего. И поделитесь этим видео с теми, кто интересуется историей Великой Отечественной. А сейчас мы начнем. И начнем с цифры, которая заставит вас усомниться во всем, что вы знали раньше. Акт 1. Цифра, которую вам никогда не называли. Октябрь 1942 года. Сталинградский фронт. Самые страшные дни битвы за город. Немцы уже в центре Сталинграда. Бои идут за каждый дом, за каждый этаж, за каждую комнату. Волга в 800 метрах от передовой. Отступать некуда. В эти самые дни на стол начальника управления особых отделов НКВД СССР, комиссара госбезопасности третьего ранга Виктора Абакумова, ложится документ. Справка номер 50. Сухие строчки машинописного текста. Сводные данные о работе заградительных отрядов Сталинградского и Донского фронтов. Вот что написано в этой справке. С 1 августа по 15 октября 1942 года заградительными отрядами задержано 140 755 военнослужащих. Это документально подтвержденный факт из рассекреченных архивов ФСБ России. 140 тысяч человек за 2,5 месяца. Только на одном направлении, только под Сталинградом. Представьте себе эту цифру. Это население целого города. Это 10 полнокровных дивизий, 140 тысяч человек, задержанных при отходе с передовой. А теперь внимание, сколько из них расстреляно? Если верить фильмам и сериалам, заградотряды существовали именно для этого. Пулеметы, направленные в спины, офицеры НКВД в кожаных куртках, короткие очереди и штабеля трупов. Так нам показывали, так мы привыкли думать. Из 140 755 задержанных расстреляно 1189 человек. Это меньше 1%. 0,8%, если быть точным. Куда же делись остальные 139 тысяч?
Арестовано 3980 человек. Направлено в штрафные роты 2776. В штрафные батальоны 185. А 131 094 человека возвращены в свои части и на пересыльные пункты. Я повторю эту цифру. 131 тысяча человек из 140 тысяч задержанных были просто отправлены обратно. Их не расстреляли, их не отдали под трибунал, их не загнали в штрафбаты, их вернули в строй. Это не теория, это не предположение историка. Это прямая цитата из архивного документа, справки особого отдела НКВД Сталинградского фронта, направленной в управление особых отделов НКВД СССР. Документ хранится в Центральном архиве ФСБ России и был рассекречен в 90-е годы. А теперь задайте себе вопрос. Если заградотряды существовали для массовых расстрелов, зачем возвращать 93% задержанных обратно в части? Зачем вообще их задерживать, проверять, кормить, а потом отпускать? И вот здесь начинается самое интересное. При заградительных отрядах существовали питательные пункты. Это тоже документально подтвержденный факт. Задержанных красноармейцев кормили. Им давали отдохнуть, проверяли документы, выясняли, из какой части, почему оказались в тылу, где их подразделение. Историк Игорь Пыхалов, исследовавший архивные документы о заградотрядах, задает резонный вопрос в своей работе. Зачем кормить людей, которых собираются расстрелять? Это не имеет никакого смысла. Но если основная функция заградотрядов — не расстрелы, а фильтрация и возвращение отставших в свои части, тогда все становится логичным. Кто же были эти 140 тысяч задержанных? Массовые дезертиры? Трусы, бежавшие из поля боя? Документы говорят другое. Большинство задержанных — военнослужащие без документов, отставшие от своих частей или заблудившиеся. В хаосе Сталинградской битвы потерять свою часть было проще простого. Бомбежки, артобстрелы, постоянные перемещения. Связной пошел в штаб, а штаба уже нет, разбомбили. Боец вышел из окружения, а его рота за это время передислоцировалась. Раненый отстал от колонны и не знает, где искать своих. Вот конкретный пример из документов. Донесение начальника особого отдела НКВД Северо-Западного фронта комиссара госбезопасности третьего ранга Бочкова от 23 октября 1941 года. Во время боев под деревней Лобаново заградотрядом задержано 27 человек. На другом участке под той же деревней еще 100 человек, в том числе 5 младших командиров. Итог. Злостные дезертиры арестованы, 1 расстрелян перед строем. 1 из 127. А вот данные по другому заградотряду за более длительный период. С 22 августа по 31 декабря 1942 года задержано 958 военнослужащих. Большинство без документов, отставшие от частей или заблудившиеся. В редких случаях самострелы и дезертиры. Результат. 141 человек передан в особый отдел НКВД, еще 1 — в 4-й отдел по борьбе с диверсантами. Остальные 816 человек отпущены либо сразу, либо после установления личности. Это данные из статьи «К вопросу о заградительных отрядах в Красной армии», опубликованной в военно-историческом журнале Министерства обороны Российской Федерации. Автор прямо пишет: «На массовые расстрелы это совсем не похоже». Но подождите, если документы показывают такую картину, откуда взялся миф о массовых расстрелах? Существует цифра, которую часто приводят критики советской системы. 300 тысяч солдат и офицеров РККА, уничтоженных заградотрядами. Эта цифра кочует из статьи в статью, из фильма в фильм. Ее упоминают в Википедии с пометкой «по одним данным». Но вот что важно. Ни один серьезный историк не смог подтвердить эту цифру архивными документами. Она не имеет источника. Никто не знает, откуда она взялась и как была рассчитана. Это не факт, это теория. Причем теория, не подкрепленная ничем, кроме многократного повторения. А вот что подтверждено документами. Общая статистика по всем фронтам за всю войну. Заградительными отрядами и оперативными заслонами особых отделов задержано 657 364 человека. Из них арестовано 25 878. Это 4% от общего числа задержанных. Расстреляно, по разным оценкам исследователей, около 10 тысяч человек за всю войну. Это страшная цифра. 10 тысяч человек — это много. Это трагедия, но это не 300 тысяч. И это не расстрелы из пулеметов по отступающим колоннам. Историк Владимир Воронов в журнале «Совершенно секретно» приводит анализ документов первых месяцев войны. По его подсчетам, с 22 июня по 10 октября 1941 года особыми отделами НКВД было расстреляно свыше 10 тысяч человек.
Это самый кровавый период, паника, окружение, катастрофа первых месяцев. Воронов называет эту цифру непосредственным итогом применения заградотрядов НКВД в первые месяцы войны. Но обратите внимание на важную деталь. Заградительные отряды НКВД, созданные в соответствии с постановлением Совета народных комиссаров СССР от 24 июня 1941 года, были расформированы уже в конце 1941 — начале 1942 года. Это документально подтвержденный факт из публикации военно-исторического журнала. А заградотряды, созданные по приказу номер 227 в июле 1942 года, формировались не НКВД, а армейским командованием, военными советами армий. Это были армейские подразделения, а не части НКВД. Вот прямая цитата из приказа. «Военным советам армий и прежде всего командующим армиями сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных отрядов до 200 человек в каждом». НКВД здесь даже не упоминается. Два разных явления с одним названием. Заградотряды НКВД лета-осени 1941 года и армейские заградотряды с лета 1942 года. Их часто путают, их намеренно смешивают. Но это разные структуры, с разным подчинением, с разными задачами и, судя по документам, с разной практикой применения. А теперь самое поразительное. Знаете, что обнаружили историки, работавшие с архивами? Документов, подтверждающих случаи, когда заградотряды открывали огонь на поражение по своим отступающим войскам или даже по отдельным бойцам, покинувшим передовую, практически нет. Это вывод, к которому пришел историк, исследовавший фонды Российского государственного военного архива, Центрального архива Министерства обороны и Архива Музея внутренних войск. Его слова. Документов, подтверждающих случаи, когда бы заградотряды открывали огонь на поражение по своим отступающим войскам, попросту нет. Ветераны, служившие в заградительных отрядах, также не подтверждают массовых расстрелов. Рассекреченные документы ФСБ России не содержат свидетельств о систематическом применении огня по своим. Означает ли это, что расстрелов не было вообще? Нет, они были. 1189 человек под Сталинградом за 2,5 месяца — это документально подтвержденный факт. Около 10 тысяч за первые месяцы войны — это тоже факт. Расстрелы перед строем были, трибуналы работали. Но массовые расстрелы из пулеметов по отступающим колоннам, штабеля трупов позади наступающих частей, 300 тысяч убитых своими — этого в документах нет. И это меняет все. А сейчас я расскажу вам, как вообще появился приказ номер 227, что происходило на фронте летом 1942 года и почему Сталин решил, что без штрафбатов и заградотрядов войну не выиграть. Акт 2. Как родился приказ номер 227. Чтобы понять, почему Сталин подписал приказ «Ни шагу назад», нужно вернуться на несколько месяцев назад, в весну 1942 года. Тогда казалось, что самое страшное позади. Зима 41-42 годов принесла первые победы. Немцев отбросили от Москвы. Контрнаступление Красной армии отодвинуло линию фронта на 100-250 километров на запад. Впервые с начала войны вермахт потерпел серьезное поражение. Миф о непобедимости германской армии дал трещину. В Ставке царил осторожный оптимизм. Сталин считал, что немцы выдохлись, что их резервы истощены, что лето 1942 года станет переломным, но в пользу Советского Союза. Это была роковая ошибка. 12 мая 1942 года началась Харьковская операция. Красная армия перешла в наступление. Цель — освободить Харьков, второй по величине город Украины. 2 фронта, почти 700 тысяч человек, больше 1000 танков. Через 5 дней наступление захлебнулось. Немцы нанесли контрудар. К 23 мая советские войска оказались в окружении. Началась катастрофа. Вот цифры из исследования «Россия и СССР в войнах XX века» под редакцией генерал-полковника Григория Кривошеева. Безвозвратные потери Красной армии в Харьковской операции — 170 тысяч человек убитыми и пленными. Потеряно 775 танков. Это документально подтвержденные данные Генерального штаба. 170 тысяч человек за 2 недели. Целый фронт перестал существовать. Но это было только начало. 4 июля 1942 года пал Севастополь. 250 дней героической обороны закончились поражением. Весь Крым оказался в руках немцев. Потери защитников Севастополя — свыше 200 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Это данные из того же исследования Кривошеева. 24 июля немцы взяли Ростов-на-Дону. Ворота Кавказа открылись. Впереди нефть Майкопа, Грозного, Баку.
топливо, без которого германская военная машина не могла существовать. К концу июля 1942 года ситуация стала критической. За 2 месяца летнего наступления вермахт продвинулся на 400-500 километров. Советский Союз потерял территорию, на которой до войны проживало около 40 миллионов человек. Донбасс, угольное сердце страны, почти полностью оккупирован. Плодородные земли Кубани в руках врага. И именно в эти дни на стол Сталина ложатся донесения о массовом бегстве с фронта, о частях, оставляющих позиции без приказа, о панике, охватившей целые дивизии. 28 июля Сталин диктует текст приказа номер 227. Он необычно длинный для военного документа и необычно откровенный. Вот фрагмент из этого приказа. Это прямая цитата из документа, хранящегося в Российском государственном архиве социально-политической истории. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории. Стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу родину. Обратите внимание на тон. Это не бодрые лозунги, это признание катастрофы. Сталин впервые говорит армии правду о положении на фронтах. Говорит, что отступать больше некуда, что следующий шаг назад может стать последним. И дальше конкретные меры. Сформировать в пределах фронта от 1 до 3, смотря по обстановке, штрафных батальонов по 800 человек, куда направлять средних и старших командиров и соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной. Здесь важно каждое слово. Штрафные батальоны для командиров, то есть для офицеров, не для рядовых солдат, не для уголовников, для тех, кто командовал и не справился. Дальше в приказе говорится о штрафных ротах, уже для рядовых бойцов и младших командиров, и о заградительных отрядах, которые должны помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной. Маршал Советского Союза Александр Василевский, в то время начальник Генерального штаба, позднее написал в своих мемуарах «Дело всей жизни» об этом приказе. Цитирую по изданию 1990 года. Приказ этот сразу же привлек внимание всего личного состава вооруженных сил. Я был очевидцем, как заслушивали его воины в частях и подразделениях, изучали офицеры и генералы. Приказ номер 227 — один из самых сильных документов военных лет по глубине патриотического содержания, по степени эмоциональной напряженности. Василевский признает: «Я, как и многие другие генералы, видел некоторую резкость и категоричность оценок приказа, но их оправдывало очень суровое и тревожное время». Это свидетельство человека, который был в самом центре событий, который читал этот приказ не в архиве через 50 лет, а в июле 42 года, когда немцы рвались к Волге. Но вот что интересно. В приказе номер 227 Сталин ссылается на опыт противника. Он прямо пишет, что немцы ввели штрафные батальоны после поражения под Москвой, и это помогло им укрепить дисциплину. Это правда. Штрафные подразделения вермахта действительно были созданы раньше советских. Так называемые 500-е батальоны по номерам от 500 до 561 появились в германской армии еще в декабре 1940 года. А весной 1942 года, после провала Блицкрига и зимнего отступления, немцы сформировали около 100 штрафных рот и батальонов. Это данные из исследования историка Андрея Васильченко «Штрафбаты Гитлера». Однако Сталин умолчал о другом, о том, что штрафные части существовали в Красной армии задолго до приказа номер 227, задолго до Великой Отечественной войны и даже задолго до вермахта. В 1919 году, в разгар гражданской войны, председатель Реввоенсовета Республики Лев Троцкий создал штрафные роты не только в действующей армии, но и в запасных батальонах. Тогда же появились и первые заградительные отряды. Это документально подтвержденный факт из истории гражданской войны. Сталин прекрасно знал об этом опыте. Он сам был членом Реввоенсовета Республики и Реввоенсовета ряда фронтов в годы гражданской войны. Но в приказе он предпочел сослаться на немцев, а не на своего идеологического противника Троцкого, расстрелянного по его приказу 2 годами ранее. Есть еще один факт, который редко упоминают.
Заградительные отряды существовали в Красной армии с самого начала Великой Отечественной войны, задолго до приказа номер 227. 25 июня 1941 года, на третий день войны, было подписано постановление Совета народных комиссаров СССР о возложении задач по охране тыла действующей Красной армии на НКВД СССР. На основании этого постановления были созданы заградительные отряды войск НКВД. Это документально подтвержденный факт. То есть приказ номер 227 не создал заградотряды. Он увеличил их количество и передал функцию их формирования армейскому командованию. Это принципиальная разница, которую часто упускают из виду. Как же отреагировали на приказ сами военнослужащие? Документы того времени показывают неоднозначную картину. В фондах Центрального архива ФСБ России сохранилось спецсообщение начальника особого отдела НКВД Сталинградского фронта. В нем приводится высказывание бойцов и командиров после зачтения приказа. Одни восприняли его с пониманием, говорили, что давно пора навести порядок, что бегство с позиций губит армию больше, чем немецкие танки. Другие были настроены критически, считали, что приказ слишком суров, что он бьет по тем, кто и так воюет честно. Были и те, кто заметил парадокс. Приказ требовал ни шагу назад, но иногда своевременный отход спасает армию от окружения и уничтожения. Командиры, привыкшие принимать решения на поле боя, оказались в сложном положении. Отступить без приказа сверху — преступление. Не отступить вовремя — гибель людей. Писатель и военный корреспондент Константин Симонов, прошедший всю войну, записал в своем дневнике после прочтения приказа. Цитирую по изданию «Разные дни войны». «По-настоящему я пришел в себя только через несколько дней в Москве. Все эти дни мне казалось, что течение времени прекратилось. Теперь движение жизни представлялось будущим каким-то прыжком — или перепрыгнуть, или умереть. Это ощущение — или победить, или погибнуть — передает атмосферу лета 42 года, точнее любых цифр и документов. После войны текст приказа номер 227 был засекречен. Полностью опубликован только в 1988 году, в разгар перестройки. Почти полвека советские граждане знали о нем только по слухам и обрывкам воспоминаний ветеранов. Даже в научной литературе приказ публиковался с купюрами. Первая такая публикация появилась лишь в 1958 году. Почему скрывали? Возможно, потому что приказ слишком откровенно говорил о масштабе катастрофы лета 42 года, о потерях, о панике, о бегстве с фронта. Это не вписывалось в парадную картину войны, которую рисовала советская пропаганда. Но сам приказ был только началом, документом, определившим общие принципы. А детали, кто именно попадал в штрафбаты, за какие проступки, на какой срок, как мог выйти оттуда, все это было прописано позднее, в специальных положениях. 26 сентября 1942 года заместитель наркома обороны генерал армии Георгий Жуков утвердил два документа: положение о штрафных батальонах действующей армии и положение о штрафных ротах действующей армии. 28 сентября эти положения были введены в действие приказом номер 298. Именно эти документы определили реальную жизнь штрафников на следующие 3 года войны. И именно о них, о том, кто попадал в штрафбаты и как оттуда выходили, я расскажу вам дальше. Акт 3. Кто попадал в штрафбаты и за что? Штрафбат. Одно слово, и перед глазами встает картина из фильмов. Уголовники с наколками, политические заключенные, враги народа, люди, которых власть списала со счетов и отправила на убой. Эта картина — ложь, почти полностью. Начнем с главного. Штрафные батальоны и штрафные роты — это два совершенно разных формирования. Их постоянно путают, их смешивают в фильмах, но между ними принципиальная разница. Штрафные батальоны создавались при фронтах. В них направляли только офицеров, средних и старших командиров, лейтенантов, капитанов, майоров, подполковников, людей с военным образованием, с опытом командования. Это были офицерские подразделения. Штрафные роты создавались при армиях. В них направляли рядовых бойцов и младших командиров, сержантов, старшин. Это были солдатские подразделения. Это не теория, это прямой текст приказа номер 227 и утвержденных Жуковым положений от 26 сентября 1942 года. Документы хранятся в Центральном архиве Министерства обороны России. Почему это важно? Потому что судьба офицера-штрафника и солдата-штрафника была разной. Условия службы разными, и шансы выжить тоже разными. Теперь о том, кто конкретно попадал в эти формирования. Положение о штрафных батальонах четко определяет:
Туда направляются лица среднего и старшего командного, политического и начальствующего состава, провинившиеся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости. Это цитата из документа. Обратите внимание, по трусости или неустойчивости. Не за уголовные преступления, не за политические взгляды, за конкретные воинские проступки на поле боя. Что это означало на практике? Вот примеры из архивных документов и исследований историков. Командир, допустивший самовольный отход своего подразделения без приказа сверху. Офицер, проявивший трусость в бою. Политработник, не сумевший поддержать моральный дух своей части. Летчик-истребитель, уклонившийся от боя с воздушным противником. Танкист, бросивший исправную машину. Но были и другие категории. Офицеры, осужденные военным трибуналом за воинские или общеуголовные преступления, если приговор предусматривал отсрочку исполнения наказания с направлением в штрафбат. Дезертиры. Те, кто проявил бездушно-бюрократическое отношение к материально-бытовым нуждам подчиненных. Да, был и такой пункт. Историк Владимир Дайнес, автор исследования о штрафбатах на сайте Министерства обороны России, приводит конкретный перечень. Среди офицеров, попадавших в штрафные батальоны, виновные в небрежном отношении к боевой технике, потерявшие секретные документы, допустившие преступную беспечность в организации боевого охранения, виновные в перебоях снабжения бойцов или недодаче продуктов. Вот конкретный пример из приказа Сталина номер 0023 от 9 июня 1944 года. В эшелоне с маршевым пополнением красноармейцы подобрали неразорвавшуюся мину и начали разбивать ею доски для костра. Взрыв. 4 убитых, 9 раненых. Итог. Офицерский состав эшелона за бездействие во время происшествия лишён воинских званий и отправлен в штрафную часть. Это реальный случай из документов. Офицеры попали в штрафбат не за трусость в бою, а за халатность, повлекшую гибель людей. А вот история, которую рассказывает Александр Пыльцин, командир роты 8-го отдельного штрафного батальона 1-го Белорусского фронта, в своих воспоминаниях и интервью. В его подразделение попал командир стрелковой роты, который после нескольких дней тяжелых боев решил устроить поминки по погибшим товарищам. Рота потеряла половину состава убитыми и ранеными. Старшина, получая продовольствие, забыл сообщить о потерях и получил паёк на полный списочный состав. Образовался излишек спирта и продуктов. Ротный решил помянуть погибших и заодно обмыть полученные награды. Выпили. Кто-то доложил. Трибунал, штрафбат. Пыльцин комментирует. Человек не дезертировал, не трусил, не бежал с поля боя. Он нарушил дисциплину, устроил пьянку в боевых условиях и оказался среди штрафников. Теперь о тех, кто попадал несправедливо. Таких тоже было немало, и об этом говорят сами ветераны штрафбатов. Окруженцы — офицеры, вышедшие из окружения самостоятельно или с боями. Формально они не совершили преступления, но их проверяли особые отделы, и если что-то вызывало подозрения, направляли в штрафбат для проверки в боевых условиях. Бывшие военнопленные, которым удалось бежать из плена. Сам факт плена считался подозрительным. Почему сдался? Почему не застрелился? Эти вопросы задавали на допросах, и часто ответы не устраивали проверяющих. Ветеран штрафбата Семён Басов, дослужившийся после войны до полковника и доживший до 95 лет, вспоминал. В 1941 году он был военным инженером Киевского укрепрайона в звании военинженера 3-го ранга. Попал в плен, с риском для жизни бежал, но линию фронта перейти не смог, остался в оккупированном городе Фатиже. Когда территорию освободили, прошел проверку. Комиссия в марте 1943 года определила его в штрафбат на 2 месяца. Басов рассказывал. В комиссии задавали вопрос бывшим пленным, почему не застрелился, а сдался. Он называл себя невинным штрафником. Был ранен в бою, восстановлен в офицерских правах, продолжил службу. Были и совсем абсурдные случаи. Офицеры, которых оговорили и оклеветали завистники или недоброжелатели. Верующие, отказывавшиеся воевать по религиозным убеждениям. Те, кого обвинили в пособничестве вражеской пропаганде за неосторожное слово. А вот история, ставшая легендой. Курсант Владимир Карпов. В 1941 году его обвинили в антисоветской агитации. Трибунал приговорил к расстрелу, замененному на 10 лет лагерей. Карпов добился отправки на фронт, воевал в штрафной роте. Стал разведчиком, специалистом по захвату языков. За войну лично взял в плен 79 немецких солдат и офицеров. Получил звание Героя Советского Союза. После войны стал писателем, автором романа «Генералиссимус», первым секретарем Союза писателей СССР. Это документально подтвержденная биография. Из штрафника в Героя Советского Союза. Теперь важный вопрос. А что насчет уголовников?
Тех самых блатных из лагерей, которые, если верить фильмам, составляли основу штрафбатов. Положение о штрафных батальонах предусматривало направление туда осужденных военными трибуналами, но, внимание, осужденных военнослужащих, не гражданских заключенных из лагерей ГУЛАГа. Гражданские заключенные могли попасть на фронт. Для этого существовал отдельный механизм. Осужденный подавал заявление с просьбой отправить его на фронт. Заявление рассматривала специальная комиссия. Если человек подходил, его освобождали и направляли в армию. Но не в штрафбат автоматически, а в зависимости от решения комиссии. Историк Юрий Рубцов, автор книги «Штрафбат в бою», указывает, массового направления уголовников из лагерей непосредственно в штрафные батальоны не было. Это миф, созданный художественной литературой и кинематографом. Да, среди штрафников встречались бывшие заключенные, но они составляли меньшинство. Основу штрафных батальонов составляли кадровые офицеры, провинившиеся по службе, а основу штрафных рот — рядовые бойцы и сержанты, нарушившие дисциплину или осужденные за воинские преступления. Теперь о сроках. Сколько времени человек находился в штрафбате? Положение устанавливало срок от 1 до 3 месяцев. Не годы, не до конца войны, от 1 до 3 месяцев. Конкретный срок определялся тяжестью проступка или приговором трибунала. Но в любом случае это был ограниченный период. После его истечения штрафник представлялся командованием на освобождение. Если представление утверждал военный совет фронта или армии, человек выходил из штрафной части. А теперь о численности. Сколько штрафных батальонов и рот существовало одновременно? По штату при каждом фронте могло быть от 1 до 3 штрафных батальонов, по 800 человек. При каждой армии от 5 до 10 штрафных рот, по 150-200 человек. На практике эти цифры менялись в зависимости от обстановки. В 1944 году, по данным исследования «Россия и СССР в войнах XX века», на всех фронтах действовало 11 отдельных штрафных батальонов, по 226 человек в каждом, и 243 отдельные штрафные роты, по 102 человека в каждой. Это архивные данные Генерального штаба. Посчитаем. 11 батальонов — это около 2500 офицеров-штрафников. 243 роты — это около 25 тысяч рядовых и сержантов. Всего менее 30 тысяч человек одновременно. Для сравнения, общая численность действующей армии в 1944 году составляла около 6,5 миллионов человек. Штрафники — это меньше 0,5%. Отдельный вопрос — постоянный состав штрафных подразделений. Те, кто ими командовал. Командиры, комиссары, политработники, начальники штабов штрафных батальонов и рот — это не штрафники. Это кадровые офицеры, назначенные на эти должности приказом. Они не отбывали наказание, они служили. Более того, для постоянного состава штрафных частей существовали льготы. Сроки выслуги в званиях сокращались наполовину по сравнению с обычными частями. Месяц службы в штрафбате засчитывался за 2. Это указано в положении о штрафных батальонах. Почему? Потому что служба в штрафных частях считалась особо опасной. Командир штрафной роты шел в атаку вместе со своими бойцами. Если штрафник, получив ранение, уходил из части, командир оставался и шел в следующую атаку. И в следующую. Александр Пыльцин, прослуживший в 8-м штрафбате командиром взвода, а затем роты, был трижды ранен. После госпиталя возвращался в тот же батальон, потому что освобождение по ранению распространялось только на штрафников, переменный состав, не на постоянный. Пыльцин пишет в своих воспоминаниях: штрафник, получив даже легкое ранение, отправлялся как искупивший вину в прежнюю, более спокойную часть. Офицеров же постоянного состава это не касалось. Излечившись после ранения, они, как правило, возвращались в штрафбат на прежнюю должность, а нередко через месяц-другой погибали. Это суровая правда о тех, кто командовал штрафниками. Они рисковали жизнью не меньше, а больше своих подчиненных. И последнее в этом акте — о женщинах в штрафбатах. Существует миф о женских штрафных батальонах, отдельных подразделениях, укомплектованных только женщинами-военнослужащими. Это не подтверждается документами. Отдельных женских штрафных батальонов не существовало. Женщины в штрафных частях были, но только до осени 1943 года. После этого их перестали туда направлять. Военнослужащих женщин, совершивших проступки, отправляли в тыл, а не в штрафные роты. Случаи направления женщин в штрафбаты до осени 1943 года носили эпизодический характер за особо серьезные провинности. Но массовым явлением это не было, и отдельных формирований не создавалось. А теперь о том, как выходили из штрафбата, о 3 способах покинуть штрафную часть живым.
и о том, почему советская система штрафников принципиально отличалась от немецкой. Акт 4. Искупление кровью. Что это значило на самом деле? «Искупить кровью свои преступления перед Родиной». Эта фраза из приказа номер 227 стала символом штрафбатов. Ее повторяют в книгах и фильмах, ее понимают буквально, как приговор к смерти. Но что она означала на самом деле? Как именно штрафник мог искупить свою вину? И можно ли было выйти из штрафбата живым? Ответ на последний вопрос — да, можно. И многие выходили. Положение о штрафных батальонах и положение о штрафных ротах, утвержденные в сентябре 1942 года, четко прописывали 3 способа освобождения из штрафной части. Способ первый — ранение. Вот прямая цитата из положения о штрафных батальонах. Штрафники, получившие ранения в бою, считаются отбывшими наказание, восстанавливаются в звании и во всех правах и по выздоровлении направляются для дальнейшего прохождения службы. Обратите внимание на формулировку. Ранение — не просто освобождение. Это полное восстановление. Звание возвращается, права возвращаются. Человек снова становится полноценным офицером или солдатом. Более того, в положении отдельно оговорено. Инвалидам назначается пенсия. То есть, даже если штрафник получил тяжелое ранение и стал инвалидом, государство брало на себя обязательства по его содержанию, как по отношению к любому другому ветерану. Это принципиально важный момент. Ранение в бою, и ты свободен. Не нужно ждать окончания срока, не нужно совершать особый подвиг. Пролил кровь, искупил вину. Буквально. Александр Пыльцин, командир роты 8-го штрафбата, объясняет логику этой нормы в своих воспоминаниях. Штрафные части бросали на самые тяжелые участки. Вероятность получить ранение там была очень высокой. Если человек шел в атаку, не прятался, выполнял боевую задачу, рано или поздно его задевало осколком или пулей. Само ранение становилось доказательством того, что штрафник воевал честно. Способ второй — подвиг. Положение предусматривало досрочное освобождение за боевое отличие. Если штрафник проявлял исключительное мужество и храбрость в бою, командир штрафной части мог ходатайствовать перед военным советом фронта или армии о его досрочном освобождении. При этом штрафник не просто освобождался, он мог быть представлен к правительственной награде, ордену или медали. Это тоже прямо прописано в положении. И такие случаи были, не единичные, массовые. Февраль 1944 года. Рогачёвско-Жлобинская наступательная операция. 8-й отдельный штрафной батальон 1-го Белорусского фронта получает особое задание — скрытно перейти линию фронта, проникнуть в тыл противника и в течение нескольких дней вести диверсионные действия. Задание выполнено. Батальон 5 суток действовал в немецком тылу, уничтожал коммуникации, нападал на обозы, сеял панику. Вышел к своим с минимальными потерями. Командующий 3-й армией генерал-лейтенант Александр Горбатов лично издал приказ о досрочном освобождении штрафников. Из 800 человек переменного состава батальона 600 были освобождены и восстановлены в правах. Многие получили боевые награды, ордена славы 3-й степени, медали за отвагу и за боевые заслуги. Это документально подтвержденный факт, который приводят и Александр Пыльцин в своих воспоминаниях, и исследователи истории штрафных частей. 600 человек из 800, 75% личного состава, за одну операцию. Это к вопросу о том, можно ли было выйти из штрафбата живым и свободным. Способ третий — отбытие срока. Если штрафник не был ранен и не совершил подвига, достойного досрочного освобождения, он отбывал назначенный срок — от 1 до 3 месяцев. После этого командование штрафной части представляло его на освобождение. Военный совет утверждал представление, и человек возвращался в обычную часть. На практике это означало следующее. Если фронт стоял в обороне и активных боев не было, штрафник мог провести в штрафбате весь срок, без единой атаки, дождаться окончания срока и выйти невредимым. Такое случалось. Александр Пыльцин упоминает периоды затишья, когда батальон неделями не участвовал в боях. В эти периоды штрафники просто несли службу, караулы, дежурства, инженерные работы и ждали окончания срока. Конечно, это было исключением. Чаще штрафные части использовали именно там, где было жарко. Но сама возможность отбыть срок без ранения и подвига существовала. Теперь о том, что происходило после освобождения. Офицер, вышедший из штрафного батальона, восстанавливался в воинском звании, том самом, которое имел до направления в штрафбат. Лейтенант снова становился лейтенантом, майор — майором. Это не теория, это норма положения. Более того, ему возвращались награды. Ордена и медали, которых его лишили при направлении в штрафбат, снова становились его.
Они хранились в отделе кадров и выдавались после освобождения. Судимость снималась. Человек получал чистые документы. В его личном деле, конечно, оставалась запись о пребывании в штрафной части. Но формально он был полностью реабилитирован. И вот здесь ключевое отличие советских штрафбатов от немецких. В вермахте существовали так называемые «500-е батальоны» — штрафные части, куда направляли провинившихся военнослужащих. Но немецкий штрафник не мог рассчитывать на освобождение по ранению. Ранение не считалось искуплением вины. Раненого лечили и отправляли обратно в штрафбат. Подвиг тоже не гарантировал освобождение. Историк Андрей Васильченко в книге «Штрафбаты Гитлера» приводит свидетельство немецкого унтер-офицера из штрафного батальона. По его словам, за все время службы он видел помилование примерно 10 человек. 10 из сотен и тысяч. Немецкие штрафники называли свои части «командами Вознесения», потому что выход из них был один — на небеса. Сами себя они называли живыми мертвецами. Срок пребывания в немецком штрафбате не ограничивался 3 месяцами. Человек мог находиться там годами, до конца войны, до смерти. Звания и награды немецким штрафникам не возвращали. Никогда. Даже после формального освобождения, если таковое случалось, человек оставался с клеймом на всю жизнь. Были еще 999-е батальоны для политических заключенных и узников концлагерей. Туда попадали коммунисты, антифашисты, осквернители расы. Выживаемость в этих частях была минимальной. По некоторым данным, до конца срока доживал 1 из 10. Сравните это с советской системой. Ранение, освобождение. Подвиг, освобождение и награда. 3 месяца — максимальный срок. Полное восстановление в правах после выхода. Это не значит, что советские штрафбаты были санаторием. Они были жестоким инструментом военного времени. Но они давали шанс, реальный шанс выжить и вернуться к нормальной службе. Теперь о наградах штрафников. Это тема, которую обходят стороной в фильмах. Штрафники могли получать боевые награды. Это прямо предусмотрено положением. За особо выдающееся боевое отличие штрафник представляется к правительственной награде. И представляли, и награждали. После освобождения бойцов 8-го штрафбата по итогам Рогачевской операции командующий армией Горбатов подписал приказ о награждении. 11 человек из постоянного состава и 21 человек из штрафников. Ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, ордена Красной Звезды, ордена Славы 3-й степени, медали за отвагу. Среди штрафников, награжденных в годы войны, есть кавалеры всех степеней Ордена Славы, солдатского ордена, который называли солдатским Георгием. Есть герои Советского Союза. Один случай стоит особняком. 19 июля 1943 года. Ленинградский фронт. 14-й отдельный штрафной батальон ведет бой в разведке. Бывший командир взвода, разжалованный в рядовые штрафники, лейтенант Владимир Ермак. Во время боя его подразделение наткнулось на немецкий пулемет, который не удавалось подавить. Ермак бросился вперед и закрыл амбразуру своим телом. Ценой своей жизни обеспечил выполнение боевой задачи. Владимиру Ермаку посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Единственный штрафник, получивший это высшее воинское отличие, именно за подвиг, совершенный в штрафном батальоне. Правда, в официальных документах о присвоении он указан как рядовой, а не как лейтенант. Действовало негласное правило. Герой Советского Союза, пусть и посмертно, не может быть штрафником. Но своим подвигом Ермак по закону восстановил себя во всех офицерских правах, включая право на звание. В Санкт-Петербурге ему установлен памятник человеку, который из штрафника стал героем. Еще один важный момент — семьи штрафников. Положение о штрафных батальонах содержит пункт: семьям погибших штрафников назначается пенсия на общих основаниях со всеми семьями командиров из оклада содержания по последней должности до направления в штрафной батальон. Разберем эту формулировку. Если офицер был майором с соответствующим окладом, попал в штрафбат, погиб в бою, его семья получала пенсию как семья майора, не как семья рядового, не как семья преступника, как семья офицера, погибшего при исполнении воинского долга. Государство признавало, штрафник, погибший в бою, искупил свою вину смертью. Его семья не должна нести наказание за его проступок. Сравните это с практикой репрессий 30-х годов, когда семьи врагов народа автоматически становились изгоями. Штрафбат, при всей его жестокости, давал возможность умереть не преступникам, а солдатам. Теперь о статистике освобождений. Точных данных по всем штрафным частям за всю войну нет, но есть данные по отдельным подразделениям и периодам. Генерал-майор в отставке Александр Пыльцин приводит оценку по офицерским штрафным батальонам.
По его подсчетам, примерно половина штрафников выходила из батальона по ранению, около четверти — досрочно за боевые отличия или по отбытии срока, и около четверти погибали или попадали в плен. Эти цифры требуют уточнения, они относятся к офицерским штрафбатам, где подготовка личного состава была выше, а тактика применения более гибкой. В солдатских штрафных ротах потери могли быть выше. Но даже если взять пессимистичную оценку, половина выживших и освобожденных — это далеко от картины «всех расстреливали» или «никто не возвращался». Штрафбат был суровым наказанием, тяжелым испытанием, смертельно опасным местом службы. Но он не был приговором к смерти. Он был шансом искупить вину и вернуться в строй. А сейчас я расскажу о тех, кто стоял позади штрафников, о заградительных отрядах, о том, чем они занимались на самом деле, и почему образ пулеметов, направленных в спины, — это миф, созданный кинематографом. Акт 5. Заградотряды. Палачи или фильтр. Кадры с фильма. Серая степь, цепь солдат идет в атаку. Позади них другие солдаты, в чистых шинелях, с пулеметами. Офицер НКВД в кожаной куртке поднимает руку. Атакующие залегли. Команда. Пулеметы бьют в спины своим. Трупы, крики. Следующая цепь поднимается в атаку. Этот образ вошел в массовое сознание. Его тиражируют режиссеры, его повторяют журналисты. Заградотряды НКВД — палачи, расстреливавшие собственную армию. А теперь откроем документы и посмотрим, что было на самом деле. Первое и главное. Заградительные отряды, созданные по приказу номер 227, формировались не НКВД. Они формировались армейским командованием. Вот прямая цитата из приказа. Военным советом армий и, прежде всего, командующим армиями сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных отрядов до 200 человек в каждом. Военным советом армий, командующим армиями, не наркому внутренних дел, не особым отделом НКВД, армейскому командованию. Это принципиальный момент, который постоянно упускают или намеренно игнорируют. Заградотряды лета 1942 года — это армейские подразделения. Они комплектовались армейскими кадрами. Они подчинялись армейскому командованию. НКВД здесь вообще не фигурирует. Да, заградительные отряды НКВД существовали. Но они были созданы раньше, в июне 1941 года, по постановлению Совета народных комиссаров СССР. И они были расформированы в конце 41-го, начале 42-го года. Это документально подтвержденный факт из публикации военно-исторического журнала Министерства обороны Российской Федерации. Автор статьи к вопросу о заградительных отрядах в Красной армии прямо указывает: заградительные отряды НКВД создавались в соответствии с постановлением Совета народных комиссаров СССР от 24 июня 1941 года и были расформированы уже в конце 1941 — начале 1942 года. Два разных явления, два разных периода, две разных структуры подчинения. Их смешивают, случайно или намеренно, и получают фантастическую картину заградотрядов НКВД с пулеметами под Сталинградом в 1942 году. Хотя к тому моменту заградотряды НКВД уже полгода как не существовали. Теперь о функциях. Для чего создавались армейские заградотряды по приказу номер 227? Читаем приказ дословно. Поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов, и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной. Ключевые слова: в случае паники и беспорядочного отхода. Не всегда, не по приказу командира. В случае паники. Расстреливать паникеров и трусов. Не всех отступающих, не раненых, не отставших. Паникеров и трусов. Это жесткая формулировка, это страшная норма. Но это не приказ расстреливать всех подряд. Это разрешение применять оружие в крайнем случае против тех, кто сеет панику. А теперь посмотрим, как это выглядело на практике. Во вступлении я приводил данные справки номер 50 особого отдела НКВД Сталинградского фронта. 140 755 задержанных, 1189 расстрелянных. Меньше 1%. Но это Сталинград, самое страшное место войны в 1942 году. Что показывают документы по другим участкам? Вот данные по одному из заградотрядов за период с 22 августа по 31 декабря 1942 года. Задержано 958 военнослужащих, основная масса без документов, отставшие от частей или заблудившиеся, в редких случаях самострелы и дезертиры.
Результат. 141 человек передан в особый отдел НКВД для дальнейшего разбирательства. 1 человек — в 4-й отдел по борьбе с диверсантами. Остальные 816 человек отпущены либо сразу, либо после установления личности. 816 из 958. 85% задержанных просто отпустили. Накормили, проверили документы, указали направление и отправили обратно в части. Автор статьи в военно-историческом журнале делает вывод: на массовые расстрелы это совсем не похоже. А вот еще один документ. Донесение по Северо-Западному фронту за октябрь 1941 года. Заградотрядом задержано 127 человек в районе боев под деревней Лобаново. Злостные дезертиры арестованы. 1 расстрелян перед строем. 1 из 127. Историк Игорь Пыхалов, работавший с архивными документами о заградотрядах, обращает внимание на деталь, которую никто не замечает. При заградительных отрядах существовали питательные пункты, полевые кухни, задержанных кормили. Пыхалов задает риторический вопрос: зачем организовывать питательные пункты для людей, которых собираются расстрелять? Это не имеет смысла. Но если основная задача заградотрядов не расстрелы, а сбор отставших, проверка документов и возвращение людей в строй, тогда питательные пункты логичны. Человек отстал от части, заблудился, вышел к заградотряду. Его останавливают, проверяют документы, пока проверяют — кормят. Выясняют, где его часть, отправляют обратно. Или, если часть уничтожена, направляют на пересыльный пункт для нового распределения. Это рутинная работа военной полиции, фильтрация, сортировка, не расстрелы из пулеметов по колоннам. Теперь важный вопрос. А были ли случаи, когда заградотряды открывали огонь по своим? Историк, исследовавший фонды Российского государственного военного архива, Центрального архива Министерства обороны и Архива Музея внутренних войск, пишет: документов, подтверждающих случаи, когда бы заградотряды открывали огонь на поражение по своим отступающим войскам или даже по отдельным бойцам, покинувшим передовую, попросту нет. Немало, не редко встречаются, попросту нет. Это очень сильное утверждение, и оно требует оговорки. Отсутствие документов не означает, что таких случаев не было вообще. В хаосе боев документы составляются не всегда, не все фиксируется, что-то теряется. Ветераны, служившие в заградительных отрядах, также не подтверждают практику расстрелов по отступающим. Но ветераны могли не знать, что происходило в других подразделениях, или не хотеть об этом говорить. Поэтому честный вывод такой: документальных свидетельств массовых расстрелов заградотрядами отступающих частей не обнаружено. Отдельные расстрелы паникеров и дезертиров, да, зафиксированы. 1189 человек под Сталинградом, 1 человек под деревней Лобаново. Это было. Но пулеметы, бьющие по цепям наступающих, штабеля трупов за спинами атакующих батальонов, сотни тысяч расстрелянных — этого в документах нет. А теперь о цифре 300 тысяч расстрелянных заградотрядами. Откуда она взялась? Эта цифра кочует из публикации в публикацию. Ее можно встретить в статьях, в интернет-энциклопедиях, в комментариях историков-любителей. Но у нее нет источника. Ни один серьезный исследователь не смог указать документ, на основании которого она была рассчитана. Ни один архив не подтвердил такую статистику. Что подтверждено документами? Общая цифра задержанных заградотрядами и оперативными заслонами особых отделов за всю войну — 657 364 человека. Из них арестовано 25 878. Это около 4%. Расстреляно, по разным оценкам исследователей, от 10 до 15 тысяч за всю войну. Историк Владимир Воронов в журнале «Совершенно секретно» приводит оценку: свыше 10 тысяч расстрелянных особыми отделами НКВД только за первые месяцы войны, с июня по октябрь 1941 года. Это самый кровавый период. Паника, окружение, катастрофические поражения. Но 10 тысяч — это не 300 тысяч. И даже если взять максимальную оценку за всю войну, это все равно на порядок меньше мифической цифры. Теперь о тех, кто служил в заградотрядах. Какие это были люди? Документы показывают неожиданную картину. Личный состав заградотрядов, особенно на первом этапе, был слабо подготовлен и плохо понимал свои задачи. Вот цитата из военно-исторического журнала. Личный состав заградотрядов, особенно на первом этапе, не имел представления о задачах, стоящих перед ним при несении службы на посту, документы зачастую не проверял и пропускал всех беспрепятственно, да и красноармейцы фронтовых частей не всегда подчинялись его требованиям. Представьте картину. Заградотряд стоит на дороге. Мимо идут отступающие бойцы. Заградотрядовцы должны их остановить и проверить, а они пропускают всех без проверки.
Потому что не знают, что делать, или потому что отступающие посылают их куда подальше. Это не похоже на образ элитных карателей НКВД с новейшим оружием, правда? Кстати, об оружии. Еще один миф о том, что заградотряды были вооружены лучше обычных частей. Автоматы, пулеметы, транспорт. Документы это не подтверждают. Вооружение заградотрядов было стандартным для стрелковых подразделений того периода. Никаких особых преференций. А еще заградотряды несли потери. Они участвовали в боях не со своими, а с немцами. Когда прорывался противник, заградотряды нередко оказывались единственным резервом, который можно было бросить в бой. Вот запись из журнала боевых действий 383-й стрелковой дивизии за 27 сентября 1942 года. После ожесточенного боя у хутора заградотряд использован как последний резерв. Последний резерв. Их бросали затыкать дыры в обороне. Они гибли в бою, как все остальные. Теперь о самом болезненном вопросе. Почему образ заградотрядов палачей так прочно укоренился в массовом сознании? Отчасти из-за реальных расстрелов. Они были. Тысячи людей были расстреляны за дезертирство, паникерство, трусость. Это документальный факт. И эти расстрелы запоминались. Отчасти из-за секретности. Тема заградотрядов была закрыта в советское время. Говорить об этом не полагалось. А где секретность, там слухи. Слухи имеют свойство раздуваться. Отчасти из-за пропаганды. После распада СССР тема штрафбатов и заградотрядов стала козырем для тех, кто хотел представить Советский Союз царством зла. Чем страшнее картина, тем лучше для пропагандистских целей. И отчасти из-за кинематографа. Образ заградотряда с пулеметами — это кинематографически мощный образ. Он бьет по эмоциям, он запоминается. Режиссерам он удобен. А то, что он не соответствует документам, кого это волнует, когда нужен эффектный кадр? Историк Юрий Рубцов, доктор исторических наук, автор книг о штрафбатах, называет сериал «Штрафбат» 2004 года рекордсменом по историческим ляпам, нелепым домыслам и прямой лжи. Талантливо снятый фильм с прекрасными актерами и полностью искаженная картина реальности. Миллионы людей посмотрели этот сериал. Для них он стал источником знаний о войне. А потом эти знания передаются дальше — детям, внукам, читателям, зрителям. Так миф побеждает историю. Но вернемся к фактам. Заградотряды существовали. Они выполняли жесткую функцию — поддержания дисциплины в условиях катастрофы 41-42 годов. Они задерживали отставших, проверяли документы, возвращали людей в части. В крайних случаях расстреливали паникеров и дезертиров. Но они не были машиной массового уничтожения собственной армии. Документы этого не подтверждают. А сейчас я расскажу о том, какой была реальная цена службы в штрафных частях, о потерях, о той самой статистике, которая показывает, штрафбат — это не смертный приговор, но и не прогулка. Акт 6. Потери штрафников. Правда о смертности. 52%. Запомните эту цифру. Это среднемесячные потери личного состава штрафных частей в 1944 году. Каждый месяц штрафные батальоны и роты теряли больше половины своего состава — убитыми, ранеными, пропавшими без вести. Каждый второй, каждый месяц. Это данные из статистического исследования «Россия и СССР в войнах XX века» под редакцией генерал-полковника Григория Кривошеева. Официальное издание, основанное на архивных документах Генерального штаба. Давайте разберем эту статистику подробно. В 1944 году среднемесячная численность всех штрафных частей на всех фронтах составляла 27 326 человек. Это и постоянный состав, командиры, политработники, и переменный состав, сами штрафники. Среднемесячные потери — 14 191 человек, 52%. Общие потери штрафных частей за 1944 год — 170 298 человек. Убитые, раненые, пленные, пропавшие без вести. Теперь сравним с обычными частями. В тех же наступательных операциях 1944 года среднемесячные потери стрелковых дивизий составляли около 15-20%, в 3 раза меньше, чем в штрафных частях. Некоторые исследователи приводят еще более контрастные цифры. Потери штрафников в 5-6 раз выше, чем в обычных подразделениях. Это зависит от методики подсчета и конкретных операций, но даже по самой консервативной оценке потери в 3 раза выше. Это много. Это очень много. Почему так? Ответ прост. Штрафные части использовали там, где было опаснее всего. Это прямо вытекало из их назначения.
Приказ номер 227 говорит поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность искупить кровью свои преступления. Более трудные участки. Прорыв укрепленной обороны, захват плацдармов, разведка боем, бои в окружении, штурм городов. Александр Пыльцин вспоминает типичные задачи своего 8-го штрафбата. Прорыв немецкой обороны на участке, где обычные части не смогли продвинуться. Захват и удержание плацдарма до подхода основных сил. Рейды в тыл противника. Штурм укрепленных населенных пунктов. Каждая такая задача — это потери, большие потери. Но вот что важно понимать. 52% потерь — это не 52% убитых. Потери включают раненых. А раненые, как мы помним, автоматически освобождались из штрафной части. Точной разбивки потерь на убитых и раненых по штрафным частям в открытых источниках нет. Но если применить общее соотношение по Красной армии, примерно 1 убитый на 3-4 раненых, то картина меняется. Из 52% потерь примерно 10-15% — это убитые и пропавшие без вести. Остальные 35-40% — раненые, которые после госпиталя вернулись в строй уже не штрафниками, а обычными бойцами. Это не отменяет того факта, что служба в штрафбате была смертельно опасной. Каждый 10-й погибал, каждый 2-й получал ранение. Но это не было гарантированной смертью. Теперь о численности. Сколько всего людей прошло через штрафные части за войну? Исследование Кривошеева приводит цифру. 427 910 человек. Это общее число военнослужащих, направленных в штрафные батальоны и роты с 1942 по 1945 год. 428 тысяч человек за 3 года войны. Много это или мало? Для сравнения, через вооруженные силы СССР за годы войны прошло 34 миллиона 476 тысяч 700 человек. Штрафники — это 1,24%, чуть больше 1%. Историк Юрий Рубцов в своей книге о штрафбатах подчеркивает этот факт. Численность штрафных частей никогда не превышала 1,5% от численности действующей армии. Это опровергает миф о том, что штрафники выиграли войну. Нет, войну выиграла армия. Миллионы обычных солдат и офицеров, которые никогда не были в штрафбатах. Штрафники внесли свой вклад, ценой крови и жизней, но их вклад пропорционален их численности. Вот разбивка по годам. В 1942 году — 24 993 человека. Штрафные части только создавались. Война шла 5 месяцев после приказа номер 227. В 1943 году — 177 694 человека. Это максимум. Курская битва, освобождение Украины, форсирование Днепра, тяжелейшие бои, огромные потери, много провинившихся и осужденных. В 1944 году — 143 457 человек. 10 сталинских ударов, стратегические наступления, освобождение Белоруссии, Прибалтики, выход к границам. В 1945 году — 81 766 человек. Война шла 4 месяца до победы. Висло-Одерская операция, штурм Берлина. Обратите внимание на динамику. Пик в 1943 году, потом снижение. К концу войны штрафников становилось все меньше. Почему? Несколько причин. Армия училась воевать, дисциплина укреплялась. Меньше паники, меньше бегства, меньше поводов отправлять людей в штрафбаты. И еще победы поднимали моральный дух. Люди верили в победу и воевали осознанно. Теперь о структуре штрафных частей. Сколько батальонов и рот существовало одновременно? На пике в 1943 году действовало до 35 отдельных штрафных батальонов при фронтах и до 1048 штрафных рот при армиях. Это данные, которые приводит историк Владимир Дайнос. Но численность этих подразделений была небольшой. Штрафной батальон по штату — от 200 до 800 человек переменного состава, штрафная рота — от 100 до 200 человек. На практике численность постоянно менялась. После боев падала, после пополнения росла. В 1944 году, по данным исследования Кривошеева, на всех фронтах действовало 11 отдельных штрафных батальонов и 243 отдельные штрафные роты, меньше, чем в 43-м. Штрафные части укрупнялись, мелкие расформировывались. Среднемесячная численность штрафных рот в 1944 году колебалась от 204 до 295 человек. Это больше штатной численности. Роты были переполнены. А вот данные, которые редко приводят. Потери постоянного состава штрафных частей. Постоянный состав — это командиры, политработники, штабные офицеры. Те, кто не отбывал наказание, а служил в штрафбате по назначению.
Они шли в атаку вместе со штрафниками. Они несли потери наравне с ними. Штрафник получил ранение, ушел в госпиталь, потом в обычную часть. Командир получил ранение, ушел в госпиталь, потом вернулся в тот же штрафбат. И снова в атаку. И снова под пули. Пыльцин сам был трижды ранен за время службы в 8-м штрафбате и трижды возвращался, потому что освобождение по ранению распространялось только на штрафников, не на постоянный состав. Теперь о самых кровопролитных эпизодах, о том, что значило поставить на трудный участок. Январь 1943 года. Прорыв блокады Ленинграда. Синявинские высоты — ключевой узел немецкой обороны. Эти высоты штурмовали несколько раз, теряя тысячи людей. В боях за Синявинские высоты участвовали и штрафные части. Потери были огромными. Пыльцин упоминает, что после некоторых боев от батальона оставалось несколько десятков человек. Но, внимание, на этих же высотах понес колоссальные потери немецкий штрафной батальон. 561-й испытательный батальон вермахта оборонял Синявинские высоты. За 2 дня боев он потерял более 700 человек. Это данные из исследования Андрея Васильченко, штрафбата Гитлера. 700 человек за 2 дня. С обеих сторон штрафники убивали друг друга, советские и немецкие, на одних и тех же высотах. Это к вопросу о том, что штрафные части — не советское изобретение и не советская монополия на жестокость. Апрель 1945 года. Одер. Последние бои перед Берлином. 8-й штрафбат форсирует реку и захватывает плацдарм. Пыльцин вспоминает этот бой как один из самых тяжелых. Переправа под огнем, бой за закрепление, контратаки немцев, потери значительные. Но батальон выполнил задачу, удержал плацдарм, обеспечил переправу основных сил. Это была последняя крупная операция 8-го штрафбата. Через несколько недель война закончилась. А вот история, которая показывает другую сторону статистики — историю выживших. Владимир Карпов осужден за антисоветскую агитацию, штрафная рота, разведчик. 79 захваченных языков, герой Советского Союза. После войны писатель, первый секретарь Союза писателей СССР. Семён Басов, бывший военнопленный, штрафбат, ранение, восстановление в правах. После войны полковник, дожил до 95 лет. Александр Горбатов, генерал, сам прошедший через лагеря в 30-е годы. Командовал армией, в составе которой действовал 8-й штрафбат. После войны генерал армии, командующий войсками военного округа. Эти люди прошли через штрафные части и выжили. Их история не исключение. Тысячи штрафников вернулись в обычные войска, закончили войну, дожили до мирных лет. Но тысячи других не вернулись. Остались в братских могилах, под Сталинградом, на Курской дуге, в белорусских лесах, на подступах к Берлину. 52% потерь ежемесячно. 170 тысяч за 1,44 год. За всю войну сотни тысяч убитых и раненых штрафников. Это цена. Реальная цена штрафных частей. Не мифические миллионы расстрелянных заградотрядами, не выдуманные штрафники, телами разминировавшие поля. Реальные потери в реальных боях. На самых трудных участках фронта, в атаках, которые обычные части не смогли или не успели провести. Штрафбат давал шанс искупить вину, но цена этого шанса была очень высокой. А сейчас я расскажу о том, что стало с памятью о штрафбатах после войны, почему эту тему закрыли на полвека и как мифы заменили историю. Акт 7. Почему правду скрывали 50 лет. 9 мая 1945 года. Победа. Конец войны. Миллионы людей возвращаются домой. Среди них десятки тысяч бывших штрафников, тех, кто выжил. Что ждало их дома? Формально полная реабилитация. Судимость снята, звания восстановлены, награды возвращены. Штрафник, отбывший наказание или освобожденный по ранению, юридически ничем не отличался от обычного ветерана. Но это формально. На практике запись о пребывании в штрафной части оставалась в личном деле. При устройстве на работу, при вступлении в партию, при любой проверке эта запись всплывала и вызывала вопросы. Почему попал в штрафбат? За что осужден? Кто может подтвердить? Бывшие штрафники оказались в странном положении. Они искупили вину кровью по закону военного времени, но мирное время смотрело на них с подозрением. А потом тема штрафбатов закрылась полностью. В советской печати, в официальной истории войны, в мемуарах полководцев штрафные части почти не упоминались. Как будто их не существовало. Как будто 428 тысяч человек, прошедших через них, были призраками. Сам приказ номер 227 оставался секретным.
Полный текст был опубликован только в 1988 году, через 43 года после окончания войны. До этого публиковались лишь фрагменты с купюрами. Первая такая неполная публикация появилась в 1958 году. Почему скрывали? Первая причина — политическая. Приказ номер 227 слишком откровенно говорил о масштабе катастрофы лета 1942 года, о панике, о бегстве с фронта, о том, что армия была на грани распада. Это не вписывалось в официальную картину войны. В парадную версию, где советский народ с первого дня героически сражался под мудрым руководством партии и лично товарища Сталина. Признать, что в 1942 году пришлось расстреливать своих, чтобы остановить бегство, значило признать, что не все было так героично, что победа далась не только мужеством, но и жестокостью по отношению к собственным солдатам. Вторая причина — личная. Многие военачальники, ставшие после войны маршалами и министрами, лично подписывали приказы о направлении людей в штрафбаты, лично отдавали распоряжения о расстрелах. Это была законная практика военного времени, но в мирное время не лучшая строчка в биографии. Проще было забыть, не вспоминать, не писать об этом в мемуарах. Маршал Жуков в своих «Воспоминаниях и размышлениях», самых известных мемуарах о войне, уделяет штрафным частям несколько строк, без подробностей, без цифр, без личных историй. Маршал Василевский отзывается о приказе номер 227 положительно, как о необходимой мере, но о штрафбатах почти не пишет. Молчание маршалов стало сигналом для всех остальных. Тема закрыта, не обсуждается. Третья причина — человеческая. Для многих бывших штрафников воспоминания о том периоде были слишком болезненными. Офицер, попавший в штрафбат за потерю документов, не хотел об этом рассказывать. Ему было стыдно. Он искупил вину, но память о позоре осталась. Бывший военнопленный, прошедший через штрафную роту, не хотел напоминать о плене. В советском обществе плен считался позором. Даже если человек бежал, даже если воевал честно, клеймо оставалось. Солдат, осужденный трибуналом за пьянку или драку, предпочитал об этом молчать. Зачем ворошить прошлое? И вот парадокс. Люди, пережившие штрафбат, молчали. Государство молчало. А в образовавшуюся пустоту хлынули слухи. Слухи о том, что заградотряды расстреливали отступающих из пулеметов. Слухи о том, что штрафников гнали на минные поля. Слухи о миллионах погибших. Слухи множились, обрастали деталями, передавались из уст в уста. К 80-м годам они стали восприниматься как правда. А потом пришла перестройка. 1988 год. Гласность. Разоблачение сталинских преступлений. Архивы приоткрываются. Впервые публикуется полный текст приказа номер 227. И вот тут произошло странное. Вместо того, чтобы изучать документы, многие журналисты и публицисты просто подхватили старые слухи и превратили их в разоблачение. Штрафбаты стали символом сталинской жестокости, заградотряды — символом террора против собственного народа. Цифры раздувались, факты искажались, эмоции заменяли анализ. Историк Юрий Рубцов пишет об этом периоде. После крушения СССР тема штрафбатов стала одной из главных козырей антисоветской пропаганды, поводом для обличения проклятого тоталитарного прошлого. Документы были уже доступны, архивы открыты. Но читать документы долго и скучно. Гораздо проще повторить страшную историю из журнальной статьи. А потом пришел кинематограф. 2004 год. Телеканал «Россия» показывает 11-серийный фильм «Штрафбат». Режиссер Николай Досталь. В главных ролях известные актеры. Бюджет большой по тем временам. Рекламная кампания масштабная. Фильм имел огромный успех. Его смотрели миллионы. Он получил премии. Критики называли его «правдой о войне», а историки схватились за голову. Юрий Рубцов, доктор исторических наук, автор нескольких книг о штрафбатах, назвал сериал рекордсменом по историческим ляпам, нелепым домыслам и прямой лжи. Что не так в фильме? Практически все. В фильме штрафники — это уголовники из лагерей, которых конвоируют на фронт под охраной. В реальности в штрафные батальоны направляли офицеров, а уголовники из лагерей составляли незначительную часть штрафных рот. В фильме штрафники вооружены чем попало — винтовками без патронов, палками, лопатами. В реальности штрафные части снабжались на общих основаниях, а иногда получали самое современное оружие. В фильме за штрафниками постоянно стоят заградотряды НКВД с пулеметами. В реальности армейские заградотряды не ходили за штрафбатами в атаку, а выполняли функции фильтрации в тылу. В фильме штрафники идут на верную смерть без надежды на освобождение.
В реальности ранение автоматически освобождало, подвиг мог освободить досрочно, а срок был ограничен 3 месяцами. В фильме командиры штрафбата такие же осужденные. В реальности постоянный состав комплектовался кадровыми офицерами по назначению. Можно продолжать, но суть ясна. Фильм создал образ, который не имеет отношения к историческим документам. А ведь были люди, которые знали правду. Ветераны штрафбатов, те, кто еще был жив в 2004 году. Александр Пыльцин, командир роты 8-го штрафбата, смотрел этот фильм. И потом много лет писал и говорил о том, что фильм — ложь. Давал интервью, публиковал воспоминания, пытался донести правду. Его слышали немногие, фильм посмотрели миллионы. Книгу Пыльцина прочитали тысячи. Так работает массовая культура. Яркий образ побеждает скучную статистику. Эмоция побеждает факт. Миф побеждает историю. И вот что особенно горько. Первый советский фильм о штрафниках был снят еще в 1947 году. Назывался «За тех, кто в море». Режиссер Александр Файнцимер. Этот фильм консультировали реальные фронтовики. Контр-адмирал Виктор Чироков, командовавший бригадой торпедных катеров Балтийского флота, капитан третьего ранга Андрей Бондарчук, воевавший на торпедных катерах, переживший блокаду Ленинграда. Люди, которые знали войну не по слухам, которые сами видели, как работают штрафные части. И они консультировали фильм 1947 года. А фильм 2004 года, судя по результату, консультировали по газетным статьям времен перестройки. И старик Рубцов с горечью замечает: талантливо снятый, с прекрасными актерами, поэтому и дезориентировавшие миллионы зрителей. Талант режиссера и актеров работал против правды. Чем лучше фильм, тем глубже въедался миф. Но кинематографом дело не ограничилось. Песни, книги, компьютерные игры. Образ штрафника с черенком от лопаты вместо винтовки, за спиной которого стоит пулеметчик НКВД. Этот образ тиражировался бесконечно, и постепенно он стал общеизвестным лжефактом. Тем, что все знают. Спросите сегодня случайного человека на улице, что такое штрафбат, и он ответит примерно то, что видел в фильмах. Уголовники, заградотряды, расстрелы из пулеметов. Телами разминировали минные поля. А если показать ему документы, справки особых отделов, положение о штрафбатах, статистику потерь, он не поверит. Потому что документы скучные и сложные, а фильм яркий и понятный. Это и есть главное последствие 50-летнего молчания. Пустота заполнилась мифом. И теперь выбить этот миф из массового сознания практически невозможно. Хотя попытки делаются. В 2012 году на сайте Министерства обороны России была опубликована большая статья историка Владимира Дайноса «Штрафбаты и заградотряды Красной Армии в годы Великой Отечественной войны» с документами, с цифрами, с опровержением основных мифов. Статья доступна, ее можно прочитать. Но кто читает статьи на сайте Министерства обороны? В 2010 году вышло очередное издание исследования под редакцией Кривошеева «Великая Отечественная без грифа секретности. Книга потерь» с уточненными данными по штрафным частям. Книга продается, ее можно купить. Но тираж научного издания — несколько тысяч экземпляров. А сериал «Штрафбат» посмотрели миллионы. Выходят мемуары ветеранов, публикуются исследования историков, рассекречиваются архивы. Но инерция мифа огромна. Он уже живет своей жизнью, передается от поколения к поколению, укореняется в учебниках и энциклопедиях. И самое печальное, он мешает понять реальную историю войны, потому что реальность была сложнее мифа. Страшнее в одном и человечнее в другом. Страшнее, потому что штрафники гибли массово. 52% потерь ежемесячно — это не миф, это факт. Человечнее, потому что система давала шанс. Ранение — и ты свободен. Подвиг — и ты герой. 3 месяца, и срок окончен. Немецкие штрафники такого шанса не имели. Для них штрафбат был билетом в один конец. А советские штрафники, многие из них, вернулись, дожили до победы, родили детей и внуков. Вот о чем должны были рассказывать фильмы. О реальных людях, о реальном выборе, о реальной цене войны. Вместо этого кинематографическая страшилка, не имеющая отношения к истории. А сейчас последний акт. О том, что мы должны вынести из этой истории. О том, какие мифы развенчаны, а какая правда осталась. И о том, почему это важно, даже более 80 лет спустя. Акт 8. Правда страшнее мифа или миф страшнее правды? Мы прошли долгий путь. От справки номер 50 особого отдела НКВД Сталинградского фронта до сериала «Штрафбат» 2004 года. От приказа номер 227 до мемуаров Александра Пыльцина. От мифов к документам.
Пришло время подвести итоги, разложить по полочкам, отделить то, что подтверждено архивами, от того, что выдумано кинематографистами и журналистами. Начнем с мифов, с того, что не подтверждается документами. Миф первый. Заградотряды НКВД стояли за спинами атакующих частей и расстреливали отступающих из пулеметов. Реальность. Заградительные отряды НКВД были расформированы в конце 1941 — начале 1942 года. Заградотряды, созданные по приказу номер 227 летом 1942 года, формировались армейским командованием, а не НКВД. Их основная функция — фильтрация, задержание отставших, проверка документов, возвращение людей в части. Из 657 тысяч задержанных за всю войну расстреляно около 10 тысяч. Документов, подтверждающих массовый расстрел отступающих колонн, не обнаружено. Миф второй. Штрафники разминировали минные поля собственными телами. Реальность. Штрафные части действительно использовались на тяжелых участках фронта, в том числе там, где были минные поля. Но точно так же на заминированных участках действовали обычные стрелковые и танковые части. Никаких документов о практике разминирования телами не существует. Это выдумка, не подтвержденная ни одним архивным источником. Миф третий. В штрафбаты сгоняли уголовников из лагерей ГУЛАГа. Реальность. Штрафные батальоны комплектовались офицерами, осужденными военными трибуналами или направленными за воинские проступки. Штрафные роты — рядовыми и сержантами по тем же основаниям. Гражданские заключенные могли попасть на фронт через специальные комиссии, но это был отдельный механизм, и массового направления уголовников из лагерей непосредственно в штрафбаты не было. Миф четвертый. Из штрафбата не возвращались, это был смертный приговор. Реальность. Положение о штрафных батальонах и ротах предусматривало 3 способа освобождения — ранение, подвиг, отбытие срока. Ранение автоматически освобождало штрафника с полным восстановлением в правах и званиях. Срок пребывания ограничивался 3 месяцами. Многие штрафники были освобождены досрочно, за боевые отличия. Под Рогачёвым в феврале 1944 года генерал Горбатов освободил 600 из 800 штрафников одним приказом. Миф пятый. Штрафники были безоружны или вооружены хуже обычных частей. Реальность. Штрафные части снабжались оружием и боеприпасами на общих основаниях. По свидетельству ветеранов, иногда штрафники получали самое современное вооружение — противотанковые ружья Симонова, пулеметы Горюнова, которых еще не было в гвардейских частях. Логика простая. Штрафные части бросали на тяжелые участки, и отправлять их туда безоружными было бы военным идиотизмом. Миф шестой. Штрафники выиграли войну. Реальность. За всю войну через штрафные части прошло 428 тысяч человек. Это 1,24% от общей численности вооруженных сил, 34,5 миллионов человек. Штрафники внесли свой вклад в победу, но их численность была слишком мала, чтобы говорить о решающей роли. Миф седьмой. 300 тысяч солдат расстреляны заградотрядами. Реальность. Эта цифра не имеет документального подтверждения. Ни один исследователь не смог указать источник, на основании которого она была рассчитана. Документально подтвержденная статистика — около 10 тысяч расстрелянных за всю войну. Это страшная цифра, но она на порядок меньше мифической. Теперь о том, что подтверждено документами. О правде, которая не нуждается в преувеличениях. Правда первая. Потери штрафных частей были в 3-6 раз выше, чем в обычных подразделениях. Среднемесячные потери — 52% личного состава. Каждый второй штрафник ежемесячно выбывал из строя, убитым, раненым, пропавшим без вести. За один только 1944 год потери составили 170 тысяч человек. Это документальный факт из исследования Кривошеева. Правда вторая. Штрафные части действительно использовались на самых тяжелых участках фронта. Прорыв укрепленной обороны, захват плацдармов, разведка боем, штурм городов — это были типичные задачи штрафбатов. Приказ номер 227 прямо указывал поставить их на более трудные участки фронта. И ставили. Правда третья. Расстрелы за дезертирство и паникерство были. Около 10 тысяч человек за войну. 1189 человек только под Сталинградом за 2,5 месяца. Расстрелы перед строем для устрашения. Приговоры трибуналов с немедленным исполнением. Это было. Это документально зафиксировано. Это часть правды о войне. Правда четвертая. Многие попадали в штрафбаты несправедливо. Бывшие военнопленные, которым ставили в вину сам факт плена. Окруженцы, вышедшие к своим с боями. Офицеры, которых оговорили. Люди, осужденные за неосторожное слово.
Система была жесткой и часто несправедливой. Это тоже правда. Правда пятая. Советские штрафбаты принципиально отличались от немецких. В Красной армии штрафник имел шанс выйти по ранению, за подвиг, по истечении срока. В вермахте такого шанса не было. Немецкие штрафники называли себя «живыми мертвецами» и свои части — командами Вознесения. Выживаемость в немецких 999-х батальонах — 1 из 10. Советская система при всей ее жестокости давала надежду, немецкая — нет. И вот теперь главный вопрос. Что страшнее, миф или правда? Миф рисует картину тотального ужаса. Миллионы расстрелянных, пулеметы в спины, безоружные штрафники на минных полях, НКВД как машина уничтожения собственной армии. Правда сложнее. 10 тысяч расстрелянных — это много. Это трагедия, но это не миллионы. 52% потерь ежемесячно — это страшно, но каждый второй выживал. Штрафбат — это жестокое наказание, но он давал шанс на искупление и возвращение. Что страшнее? Я думаю, правда. Потому что правда показывает реальных людей в реальных обстоятельствах. Людей, которые принимали решение отправить в штрафбат или расстрелять. Людей, которые шли в атаку, зная, что половина не вернется. Людей, которые выживали и несли эту память всю жизнь. Миф — это абстракция. Злодеи в кожаных куртках и безвинные жертвы. Черное и белое. Никакой сложности, никакого выбора. Правда — это конкретика. Генерал Горбатов, сам прошедший через лагеря, освобождает 600 штрафников за удачную операцию. Лейтенант Ермак закрывает амбразуру телом и получает героя посмертно. Командир роты Пыльцин трижды ранен и трижды возвращается в строй. Офицер попадает в штрафбат за пьянку на поминках по погибшим товарищам. Это живые люди. Ни схемы, ни символы. Люди. И еще одно. Миф оскорбляет память. Он оскорбляет память тех, кто служил в заградотрядах, и не расстреливал никого, а ловил отставших и возвращал их в части. Он оскорбляет память тех, кто командовал штрафбатами и шел в атаку рядом со своими бойцами и погибал рядом с ними. Он оскорбляет память тех, кто прошел через штрафные части и выжил, и вернулся, и всю жизнь молчал, потому что вспоминать было больно. Он оскорбляет память тех, кто погиб в штрафбатах, приписывая им роль безмозглого пушечного мяса, хотя они были солдатами, выполнявшими боевые задачи. Миф крадет у этих людей их реальную историю, заменяет ее выдумкой. И это может быть самое страшное. Что мы должны вынести из этого? Первое. История требует документов. Ни фильмов, ни газетных статей, ни слухов. Документов, архивных справок, приказов, донесений, статистики. Документы скучны. Документы сложны, но только они позволяют понять, что было на самом деле. Второе. Не существует простых ответов на сложные вопросы. Штрафбаты — это не абсолютное зло и не необходимая мера. Это сложное явление, порожденное страшными обстоятельствами. Его нельзя оценить одним словом. Третье. Память о войне — это ответственность. Мы не имеем права искажать ее ради красивого кадра или политической конъюнктуры. Ни в одну сторону, ни очерняя, ни приукрашивая. 428 тысяч человек прошли через штрафные части. Десятки тысяч из них погибли. Сотни тысяч были ранены. Они заслуживают того, чтобы их помнили такими, какими они были. Не героями из плаката, не жертвами из страшилки. Людьми. И последнее. Более 80 лет прошло с окончания войны. Ветеранов почти не осталось. Скоро некому будет сказать «я там был», «я это видел», «это было не так». Останутся только документы. И наш выбор — читать их или верить мифам. Я сделал свой выбор. Этот сценарий — попытка рассказать правду. Не всю правду, ее невозможно вместить в одно видео, но правду, основанную на документах, не на фильмах. Если вы досмотрели до этого момента, значит, вам это важно. Значит, вы хотите знать, как было на самом деле. Подпишитесь на канал «Утерянные страницы СССР». Здесь мы рассказываем историю по документам. Без мифов, без приукрашивания, без очернения. Поставьте лайк, если считаете, что люди должны знать правду о войне. Настоящую правду, а не кинематографические выдумки. Напишите в комментариях, какой факт из этого видео удивил вас больше всего. Что вы знали раньше и что оказалось не так. И поделитесь этим видео с теми, кому важна история. С теми, кто хочет помнить. С теми, кто готов читать документы, а не верить мифам. Потому что правда — это то, что мы должны своим дедам и прадедам. Тем, кто воевал, тем, кто выжил, тем, кто не вернулся. Правда — это наш долг памяти.